Лев по имени Алекс провел 15 лет в клетке. Он родился в частном зоопарке в Армении и с самого начала был лишен нормальной жизни. Его сразу отделили от семьи, и он никогда не знал ни материнской любви, ни общения с другими львами. Все, что он видел, это решетки, бетонный пол и лица посетителей. Первые 10 лет своей жизни он провел в тесной клетке, где не было ни травы, ни игрушек, ни возможности свободно двигаться. Со временем зоопарк начал приходить в упадок, посетителей становилось все меньше, и однажды он закрылся. Всех животных вывезли, кроме Алекса. Так он остался один, без еды, воды и заботы. Лев неделями ждал, что кто-то за ним вернется, но никто не приходил. Только местные жители иногда подкармливали его через прутья. Он перестал рычать, перестал надеяться. Так прошли еще 5 лет в одиночестве, холоде и отчаянии. История одинокого льва распространилась, и о ней узнали в международной организации Animal Defenders International. Команда спасателей прибыла в Армению, чтобы вытащить Алекса из этой клетки. Увидев его, они были потрясены. Он выглядел изможденным, с потухшим взглядом, его тело было ослаблено, шерсть тусклая. Лев полностью сдался. Команда решила дать Алексу шанс на достойную жизнь. Было принято решение перевести его в приют для диких животных в Южной Африке. Там у него будет просторный вольер, травяной покров, солнечный свет, и главное, он сможет видеть других львов. Организовать перелет оказалось непросто. Помогла компания Qatar Airways Cargo, согласившаяся перевести льва. Алексу сделали специальный белый контейнер, распылили внутри лаванду и специальные успокаивающие средства. Во время полета он вел себя спокойно, будто понимал, что его жизнь меняется. По прибытии в Южную Африку клетку поместили в просторный вольер. Когда настал момент выпуска, все затаили дыхание. Алекс медленно вышел, впервые почувствовал траву под лапами, посмотрел вверх и увидел небо. Он лег, поднял морду к солнцу и закрыл глаза. Это был первый момент свободы за 15 лет. В приюте у него появились игрушки, пространство для движения и соседи, 2 других льва, Рэй и Симба. Алекс сначала сторонился, неуверенно передвигался, но с каждым днем становился активнее. Он наблюдал за соседями, нюхал их запах, однажды впервые за много лет издал рык. Это был голос, возвращенный к жизни. Сотрудники были в восторге от его прогресса. Лев, который не жил, а существовал, теперь прыгал, играл и рычал вместе с новыми друзьями. Он уже не был одинок. Его жизнь началась с чистого листа, пусть и поздно, но с надеждой. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!